Привет! Это, как вы, наверное, заметили, не Навальный. Меня зовут Никита Кулаченков, я работаю в отделе расследований ФБК. А Навальный сейчас отбывает очередные 30 суток в спецприемнике. Но наша работа не заканчивается. Мы продолжаем рассказывать вам о российских чиновниках-коррупционерах, и сегодня у меня для вас большая и прекрасная новость. Мы были правы. Нам удалось документально на 100% доказать, что недавно, обвинив одного олигарха в даче очень крупной взятки одному министру, мы сделали все абсолютно правильно. Можете быть уверены, Навальный сейчас заваривает победный доширак в спецприемнике. Ну а я приступаю к рассказу о том, чему же мы все тут так рады. Итак, месяц назад мы выпустили ролик об итальянской даче бывшего заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Хлопонина. Там суть была в том, что Хлопонин продал свою виллу в Форте-дей-Марме олигарху Прохорову. И все бы ничего, но продал уж очень задорого. За 35,5 миллионов евро. Это 2,5 миллиарда рублей. Стоимость покупки нам очень хорошо известна, так как мы получили копию договора купли-продажи. А вилла, хоть и симпатичная, но столько стоить не может. Нам не удалось найти вообще ничего, ни одного дома в округе, который столько бы стоил. В общем, сложно не согласиться с Алексеем, выглядит это как плохо замаскированная взятка. Тут самое время вспомнить, что Хлопонин курирует недропользование, а интересы Прохорова связаны именно с этой сферой. И как минимум 25 миллионов евро – это взятка. Но зачем же еще Прохорову, который бизнесмен, инвестор, олигарх со своими собственными виллами, яхтами и баскетбольными клубами, покупать что-то, что ему а. не нужно, а б. стоит в 3 раза дороже, чем должно? Тогда, месяц назад, чтобы определить, сколько на самом деле стоит вилла Хлопонина, мы переворошили десятки сайтов с итальянской недвижимостью и просто сравнивали. Вот этот похожий дом стоит 5 миллионов евро. Вот этот замок в 5 раз больше стоит 20 миллионов евро. За 35 можно купить такую виллу. В общем, оценили мы ее в 10 миллионов евро, а завышение цены, соответственно, в 3 раза. Некоторые комментаторы обвиняли нас в предвзятости. И оценивать мы якобы не умеем, и детали сделки не знаем, и специфику рынка не понимаем. Меня больше раздражает, у них фантазии ноль, они тупые. Представители Хлопонина сразу заявляли, сделка, мол, рыночная, абсолютно прозрачная, ну и так далее. Ну и сам Прохоров, обвинив Навального во лжи и подлоге, пообещал немедленно подать на него в суд. Прошел месяц, в суд на Навального так и не подали. И знаете, я рискну предположить, что и не подадут. Сейчас объясню почему. У меня в руках документ, который мы позавчера получили от итальянского нотариуса. Это договор купли-продажи, только не тот между Прохоровым и Хлопониным, где стоимость виллы 35,5 миллионов евро, а другой. Договор, по которому Хлопонин купил эту виллу в 2008 году. С огромным удовольствием открываем его на нужном месте и видим, что в 2008 году на пике цен на недвижимость в Форте-дей-Марме Хлопонин купил свою виллу за, барабанная дробь, 11 миллионов евро. Подчеркиваю, 10 лет назад, до всяких кризисов и всего прочего, когда Форте-дей-Марме действительно был одним из самых престижных мест, особенно среди русских, вилла стоила в 3 раза дешевле. Наверное, нескромно так говорить, но вот эти два документа, два договора купли-продажи с разницей в 10 лет и 25 миллионов евро, это одно из самых чистых, однозначных и неоспоримых доказательств коррупции, которое у нас когда-либо было. Больше не нужно никаких догадок, никаких оценок, никаких сравнений и предположений. Прохоров переплатил за виллу в 3 раза. И как минимум 25 миллионов евро – это взятка, оформленная таким простым образом. Мы тут все в хорошем настроении, поэтому давайте даже скажем, что Хлопонин виллу достроил и улучшил, и она теперь стоит 15 миллионов евро, а сумма взятки уменьшится до 20 миллионов. Пожалуйста. Но важно вот что. Увеличение цены с 11 до 30,5 миллионов евро невозможно объяснить никаким ремонтом. Хлопонин может попробовать рассказать, что обшил весь дом изнутри бриллиантами и кожей белых крокодилов, но сомневаюсь, что у него получится кого-нибудь убедить. В свободное от разглядывания сайтов итальянской недвижимости время я в ФБК занимаюсь подачей официальных жалоб на русских чиновников-жуликов в иностранных юрисдикциях. По этому поводу хочется сказать вот что. Хлопонинско-прохоровская сделка имеет все признаки взятки. Есть олигарх, есть чиновник, курирующий сферу, в которой у олигарха интерес. И есть актив, купленный по стоимости, завышенный в 3 раза. Для настоящего расследования и, возможно, уголовного дела не хватает одного – желание российской стороны, прокуратуры, ФСБ, Путина, кого угодно, делать что-либо по этому поводу.
Они, люди, работающие на нас и за наши налоги, выдумывают любое оправдание, чтобы не заметить это очень простой и однозначный пример коррупции. Как обычно. Мы, разумеется, составим и отправим жалобы во все юрисдикции, которые можем. Ну а вы нам очень поможете, если просто посмотрите и распространите этот ролик. Увидим, что получится из этой истории, и надеюсь, что мы к ней еще вернемся. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.